Приветствую вас, дамы и господа. Поговорим про вирус и российскую действительность. Пока в мире бушует пандемия коронавируса, продолжая набирать обороты, Путин и его картель, не упуская времени, пытаются извлечь из этого выгоду и заработать дешевые очки, оказывая помощь странам, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. Посредством пропаганды вся эта помощь преподносится как дружественные жесты, не имеющие под собой никакого подтекста. При этом собственные граждане брошены на произвол судьбы. В начале весны Путин отправил в Италию военные самолеты с медицинским оборудованием и принадлежностями. На грузе виднелись надписи «Из России с любовью». Также туда были направлены специалисты в составе 122 экспертов в области бактериологической обороны, включая группу медиков. Видео 22 грузовиков, которые ехали по Италии, путинская пропаганда в духе непрекращающегося вранья преподнесла как неэффективность властей Евросоюза в помощи государству и нерешение проблем, в котором оно оказалось. В то же время выброшенные на произвол судьбы собственные граждане никем не упоминаются и, видимо, никого не интересуют. Но зато видео, в котором итальянец снимает флаг ЕС и меняет его на российский триколор со словами «Спасибо, Путин», много раз показали на российском ТВ, хотя позже выяснилось, и об этом писала итальянская пресса, что местным людям платили по 200 евро за то, что они на камеру выражали глубокую любовь и благодарность путинской России. Лучше бы эти деньги картель Путина раздал в России наиболее уязвимым и необеспеченным слоям населения, чем тратить их на дешевый пиар, отвлечение внимания от махинаций и саморекламу. Просто позор. Также путинская группировка отправляла помощь и другим серьезно пострадавшим странам, таким как Сербия и Белоруссия. И даже отправили самолет с медицинским оборудованием в Соединенные Штаты, но уже за деньги, получив благодарность и похлопывание по лысому затылку от Дональда Трампа. Помимо прочего, остается открытым вопрос, куда делся самолет с гуманитарной помощью в виде медмасок, отправленный нам Китаем. Не отправились ли они прямиком в США с другим оборудованием, которое и было продано американцам? В подобном поведении уже не просматривается ничего нового, и оно хорошо вписывается в более масштабные попытки Путина подорвать доверие к западному миру. При всем при этом проблемы в стране, где путинский картель базируется, никого из путинской групповушки особо не волнуют, так как Путин давно уже оторвался от реальности. Поэтому набирающую обороты эпидемию вместе со стремительно скатывающимся в нищету гражданами они в упор не видят и не хотят даже об этом думать. Цитата: Герман Греф. Россия не может раздавать деньги жителям страны из-за нехватки соответствующих инструментов. Как вам это нравится? А вот в Италии может. Для них и инструменты найдутся. Кстати, по поводу помощи Италии от Путина, это очень деликатная тема. Потому что в отношении ультраправой партии Лига, возглавляемой Маттео Сальвини, в настоящее время ведется расследование по подозрению в получении финансирования от картеля Путина. Видите, как деньги россиян Путин транжирит налево и направо? А собственным избирателям при этом отказывает в помощи в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. Также и Европа обратила внимание на этот бескорыстный и благотворительный выпад группировки Путина в отношении Италии. Недавно во время пресс-конференции главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Тодд Уолтерс заявил, цитата: «НАТО обращает на эти действия чрезвычайно пристальное внимание. Я обращаю пристальное внимание на пагубное влияние путинской России. Это проблема,
В НАТО мы очень бдительно относимся к подобным действиям, и мы продолжаем пристально за ними следить. Вот такое отношение к путинскому картелю со стороны прогрессивного мира. А путинская пропаганда, в свою очередь, изойдется визгом свинячим по поводу недружественности этих заявлений и призовет россиян затянуть потуже пояса и плотнее сомкнуть ряды в ответ на угрозы с Запада. Представляете? На самом деле помощь Италии – это чистый пиар-ход и попытка замирить ЕС, чтобы создать условия для снятия санкций, которые создают нестерпимый дискомфорт путинскому картелю. Также связи с Италией жизненно необходимы Путину, так как там сосредоточились огромные ресурсы, выведенные из России. Надо сказать, что картель Путина отправил в Италию всего 300 тысяч масок, плюс оборудование с транспортом, что дало загрузку на 60%. А вот чем догрузили остальное пространство, остается загадкой. Кстати, для сравнения, Франция и Германия отправили по 2 миллиона масок, а вот развернутый полевой госпиталь в Бергамо, где работают российские медики, пустует на 80%. Да, а вот жертвы пандемии в России уже никогда не узнают, почему, когда граждане страны нуждались в помощи государства, Путин предпочел им Италию и другие страны. Просто жесть. Вместо адресной помощи гражданам Путин, решив снять с себя всю ответственность, поручил марионеточным губернаторам разбираться с этим самим, введя при этом ни к чему не обязывающий для его картеля режим самоизоляции. Но при этом на западных интернет-площадках, в соцсетях и с помощью ангажированных СМИ типа РТ Путин пытается через пропаганду внести смуту, связанную с пандемией, дезинформируя людей тем, что вирус лечится с помощью солевых растворов и витаминами группы В и С. Тем самым сея сомнения в правдивость западных СМИ по поводу опасности данной инфекции и вообще их адекватности. Делается это для того, чтобы пиар-ходам, которые намечены на будущее, вызывать большее доверие и одобрение со стороны граждан, что несомненно повлияет на европейских политиков, которые имеют обратную связь со своими избирателями, и таким образом произвести очередную попытку снятия санкций для облегчения жизни правящему картелю в России. Также предпринимаются попытки повлиять на ВОЗ, чтобы отменить как можно быстрее пандемию и провести поправки в фейковой конституции по обнулению предводителя стерхов. Итак, подведем итог. Страна на пороге экономического коллапса. Вирусная инфекция набирает обороты. Граждане нищают. А государство во главе с нулевым Путиным посредством видеомонтажа и постановок только имитирует бурную деятельность, не делая ничего, чтобы облегчить и без того нелегкую жизнь российских граждан. Но все это изменится и довольно скоро, так как ветер перемен уже очень громко гудит в верхних слоях атмосферы. Спасибо за внимание и удачи нам!